Стратегическое партнерство. Иран просит помощи у Кремля после ударов США. Начинаются переговоры с Путиным в Москве. Вступит ли Россия в войну? США усаживают Иран за стол переговоров. Ультиматум Белого дома. Чего хотят от Тегерана? Услышим мнение народа Израиля и Ирана. Удар по полигону ВСУ ракетой «Искандер». Почему история повторилась вновь и кто ответит? Взрывы домов в России на фоне эскалации в мире. С чем связано? Детали чрезвычайных ситуаций. Второе нарушение за неделю. Взрывы в Казахстане. Новое падение беспилотников. Россия заявляет, что Украина использует воздушное пространство этой республики для ударов по ВС РФ. Громкий скандал. Дело на столе Зеленского. Миллионы долларов на криптокошельках, вывод денег и ставки на российских платформах. Как известный львовский активист с болезнью СМА годами просил денег у украинцев, а сейчас бежал из страны. Чего требует Банковая? Досмотрите. Всем привет, это «Время Прядко», коротко, четко и по делу о том, о чем говорят в мире. Если вам есть что сказать, делитесь своими мыслями и отвечайте на мои вопросы в комментариях. За лайк и подписку буду особенно благодарен. Время начать. И начнем с событий в Украине. Там создана спецкомиссия для расследования очередного российского удара ракетой «Искандер-М» по полигону ВСУ. В сухопутных войсках уточняют, что удар был совершен в воскресенье, 22 июня, по одной из механизированных бригад сухопутных войск, где проводились занятия с военнослужащими. ВСУ признали потери, есть как и погибшие, так и раненые. Благодаря своевременно проведенным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать значительных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые. Всем пострадавшим оперативно оказывается вся необходимая квалифицированная помощь в медицинских учреждениях. В то же время телеграм-канал «Николаевский Ванек», который связывают с главой Николаевской областной военной администрации Виталием Кимом, уточняет, что удар был нанесен по полигону в Николаевской области. Кроме того, по данным телеграм-канала, разведывательный дрон россиян кружил над полигоном по меньшей мере 20 минут. Тем не менее, жертв избежать не удалось. Напомню, что россияне уже не первый раз бьют по полигонам и построениям военнослужащих. Такие события становились причиной громких скандалов в Украине. Как считаете, как и кто должен отвечать за это? Россия и Украина заявляют о взятии под свой контроль новых территорий. В Москве говорят, что ВС РФ смогли водрузить флаг и занять населенный пункт Перебудово в Донецкой области меньше, чем за 3 дня. В Украине этой информации не подтверждали. Тем временем украинский мониторинговый канал Deep State заявляет, что силы обороны Украины выбили российские войска из Андреевки в Сумской области и смогли стабилизировать свой фланг. Это была цитата. И уверяют, что эти действия не позволяют силам России продвигаться к важным для Украины населенным пунктам Хатинь и Писаревка. Кроме того, в Украине вновь подняли вопрос возможного наступления сил России из Беларуси. Главком ВСУ Сырский не исключил такого варианта во время запланированных на сентябрь российско-белорусских учений «Запад-2025». Напомню, что в Минске говорили, что масштаб этих учений в этом году будет меньше, чем прежде, а сами учения пройдут далеко от границ. Сырский также заявил, что мобилизация в Украине не должна быть шоком для людей, а поэтому ТЦК необходимо реформировать. Намекнул и на то, что коррупционеры в ТЦК, а также нарушители законности мобилизации должны быть наказаны. Все наши территориальные центры комплектования должны измениться. Задача определена президентом Украины, верховным главнокомандующим. В ТЦК проводятся инспекции, продолжается работа комиссий, чтобы тех, кто не воевал, отправить на фронт, а вместо них пришли военнослужащие, которые имеют ранения. Полуночный молот, а именно так называется военная операция США, в результате которой были совершены удары по ядерным объектам Ирана, топ-тема в мире. Америка уже предупредила, если Иран захочет ответить, то будет нанесен удар еще большего масштаба. Эта миссия не была и не является операцией по смене режима. Президент санкционировал точечную операцию, чтобы нейтрализовать угрозу, которую представляет ядерная программа Ирана для наших национальных интересов, а также в рамках коллективной самообороны наших войск и союзника
Израиля. В сети появились спутниковые снимки иранских ядерных объектов до и после ударов Вашингтона. На этих завод по обогащению урана Фордо. На одном из снимков видно несколько крупных кратеров на вершине хребта над подземным комплексом. Также можно заметить слой серо-синего пепла, который покрывает значительную часть территории. По данным Maxar Technologies, несколько входов в тоннели, ведущие в подземный объект, оказались засыпаны землей после атаки. А для нее, как вы помните, США задействовали более 125 воздушных судов, в том числе 7 бомбардировщиков «Невидимок Б-2». Когда основная группа вошла в воздушное пространство Ирана, были использованы средства дезинформации, в том числе ложные цели. Самолеты 4-го и 5-го поколения летели впереди основной группы на большой высоте и скорости, чтобы вычистить пространство от истребителей из ИРК противника. Тем временем иранские СМИ публикуют детальную 3D-визуализацию израильского ядерного исследовательского центра в Димоне. Информагентство Тасним пишет, что ядерный центр, расположенный в глубине пустыни Негев, цитирую, «самый секретный объект военной инфраструктуры Израиля, где сионистский режим скрыл свою ядерную деятельность под прикрытием гражданских предприятий и объектов». Конец цитаты. Буквально за день до этой публикации старший иранский чиновник сообщил телеканалу Аль-Джазира, что Тегеран может атаковать ядерный объект Израиля в Негеве. Кроме того, Тегеран заявляет, США били по пустышкам. В Иране уверяют, что запасы обогащенного урана были вывезены из ядерных центров перед ударами. В Организации по атомной энергии Ирана также уверяют, что Америка просчиталась. Они должны знать, что эта отрасль глубоко укоренилась в нашей стране, и им не удастся уничтожить такую национальную промышленность. Конечно, они нанесли нам ущерб. Это не первый раз, когда по отрасли наносится удар. Бывали аналогичные инциденты в прошлом, и мы сразу же устраняли повреждения. Учитывая наши возможности и потенциал, эта отрасль, естественно, будет продолжаться и развиваться. Она не будет остановлена. Президент Ирана Масуд Пезешкиян заявил, что удары США по ядерным объектам страны доказывают, Вашингтон стоит за ударами Израиля. Пезешкиян подчеркнул, США вмешались в конфликт после того, как стали свидетелями неспособности Израиля противостоять Ирану. В МИД Ирана просят СМИ больше не спрашивать Иран о дипломатии и переговорах с Вашингтоном, поскольку Трамп собственноручно разрушил перспективы дипломатического урегулирования и подорвал любые основания для продолжения диалога. Теперь на повестке дня новые переговоры. Глава МИД Ирана Аракчи летит в Москву за поддержкой Путина. Иран просит помощи у России. Завтра я проведу серьезные консультации с президентом России Владимиром Путиным. Мы продолжаем работать вместе. Россия – постоянный член Совета Безопасности ООН. Мы знаем, что она вместе с Китаем пыталась внести резолюцию в Совет Безопасности о прекращении боевых действий. Очевидно, что теперь ситуация изменилась, и я обсужу с ними, как следует действовать дальше. Аналитики считают, что Россия при этом не будет вмешиваться в войну на стороне Ирана, в том числе из-за того, что идет война в Украине, и силы Москве нужны именно там. США же настаивают, Ирану нужны переговоры, пора вновь вернуться к дипломатии. Так, госсекретарь Марко Рубио заявил, Белый дом готов вернуться к переговорному процессу хоть завтра. Кроме того, в Вашингтоне говорят, что Ирану необходимо одуматься и не закрывать Ормузский пролив, через который проходит 5-я часть мировой торговли нефтью. У нас было 3 цели. Мы нанесли по ним точечный и решительный удар. В этом и заключалась суть этой операции, и это мы выполнили. Что будет дальше, зависит от них. Хотят переговоров? Мы готовы. Решат играть в опасные игры? У нас есть разрушительные ответы. Тем временем в российском Совбезе заявляют, что Трамп во многом просчитался, решив вступить в войну против Ирана. Медведев уверен, что Тегеран продолжит обогащение урана, более того, ядерное оружие будет создано. А с производственными мощностями Ирану, конечно же, помогут дружественные страны. Кроме того, Медведев намекает, что Ирану могут передать ядерное оружие. Идет ли речь о России, в Совбезе не уточняют. Ряд стран готовы напрямую поставить Ирану собственные ядерные боеголовки. Израиль подвергается атакам, по всей стране звучат взрывы, люди охвачены паникой. США втянуты в новый конфликт, на горизонте маячит перспектива наземной операции. Политический режим Ирана выстоял,
и, вполне возможно, стал только сильнее. А теперь к мнению народов Ирана и Израиля. В Израиле люди благодарили Трампа и Нетаньяху за удары по Ирану. Однако люди прекрасно осознают, что это еще не конец войны и находятся в ожидании ответного удара. Это невероятно – жить в такие эпохальные времена. Весь мир должен быть благодарен Израилю за то, что он готов нести последствия и выполнять работу, которую другие пытаются решить уже 20-30 лет. Будет тяжело. Пара следующих дней, если у них еще остались ракеты, будут непростыми. Мы должны быть очень осторожными и бдительными. А потом, думаю, наступит тишина, и мы снова сможем спокойно спать по ночам. Иранцы же хотят возмездия. Они уверены, их страна даст жесткий ответ на ночные удары США. К сожалению, Соединенные Штаты сделали бессмысленный шаг, потому что в итоге все происходило между Ираном и Израилем, двумя странами, противостоящими друг другу. Но вмешательство США поставило под угрозу их собственные интересы в регионе. На мой взгляд, Ирану нужно задуматься и поразмыслить. В нужное время, в более подходящий момент, он даст ответ. То есть сами люди в итоге выразят эту реакцию. После всех этих заявлений состоялось срочное заседание Совбеза ООН, созванное по запросу Тегерана. Генсек Гутерриш призвал действовать немедленно и решительно, чтобы остановить боевые действия и вернуться к переговорам по ядерной программе Ирана. Представители Китая заявили, что мир на Ближнем Востоке не может быть достигнут с помощью применения силы. Раскритиковал США и российский постпред при ООН Небензя, назвав действия США безответственными, опасными и провокационными. Друзья, вижу, что вы пишете в комментариях. Многие из вас осуждают действия Трампа. Кто-то считает, что он делает все правильно, кто-то горой стоит за Израиль, а кто-то вообще недоумевает от происходящего в мире. Есть ли у вас мысли, когда эти войны могут закончиться? Что должно произойти? Поделитесь своей точкой зрения под этим видео. И, друзья, знаю, что многие из вас со мной ежедневно, но пока без подписки на канал Время Прядко. Подпишитесь, и если не сложно, поставьте лайк. Для меня и для алгоритмов YouTube, я уже говорил, это важно, а вам, я думаю, не сложно. Большое спасибо. А я пока продолжу. Взрывы домов в России. Есть погибшие и пострадавшие. Одно ЧП произошло в московской 9-этажке. Взрыв прогремел на первом этаже. После начался сильный пожар. 1 человек погиб в огне, сообщили спасатели. 4 получили ожоги. Сгорели 2 квартиры. Одна дотла, другая частично. Что взорвалось в доме, пока неизвестно. В тот же день аналогичный инцидент зафиксирован в городе Серов Свердловской области. На 5-м, последнем этаже жилого дома взорвался бытовой газ, заявил губернатор региона Денис Паслер. По предварительным данным, пострадали 5 человек. 1 из них с сильными ожогами в больнице. В доме повреждены перекрытие и чердак. 40 жильцов временно отселили. Их квартиры нужно ремонтировать. Беспилотники атакуют Казахстан. Второй за неделю, как заявляется, неопознанный летающий объект рухнул на территории республики. На этот раз в степях Атырауской области. На месте падения металлические обломки и обгоревший след. Военно-следственный департамент МВД Казахстана заявляет о начале расследования. В то же время напомню, что буквально пару дней назад в Мангистауской области был найден практически целым беспилотник. А синт-аналитики заявили, что это британский БПЛА Banshee Jet-80, который используется в качестве мишени для тренировок расчетов ПВО. И этот дрон мог быть частью недавней воздушной атаки ВСУ на Россию. В то же время в российском МИДе заявляют, что Украина использует воздушное пространство Казахстана для ударов по России. По словам Захаровой, десятки дронов были зафиксированы на территории Западно-Казахстанской области. В Астане при этом не высказывали никаких претензий Украине. Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры обратить внимание на подобные провокации, должным образом отреагировать на такие выходки, а главное публично дистанцироваться от киевского режима и его западных кураторов, безрассудно подвергающих угрозе безопасность всего Евразийского региона. В Украине громкий скандал. Дело дошло до кабинета Зеленского. Главный подозреваемый – львовский активист Назарий Гусаков, известный молодой человек с инвалидностью. Он болен спинальной мышечной атрофией, редким генетическим заболеванием. Годами он собирал деньги на лечение, а когда его попросили отчитаться за донаты, вспыхнул скандал. Украинские медиа пишут, что годами Гусаков мог использовать деньги благотворителей не по назначению. В частности, делал ставки в онлайн-казино, в том числе на российских платформах. Сам
Сам он утверждает, что не играет, но работал в букмекерской конторе. Обвинения в мошенничестве отрицает, поясняя, лекарства и реабилитация обходятся дороже, чем может покрыть город, поэтому и проводил сборы. СМИ заинтересовались и содержимым криптокошельков Гусакова, где засветились практически 6 миллионов долларов. Гусаков объяснил, это средства игроков, которые прогоняли через него выигрыши. За переводы он получал процент, но не знал, кто именно пользовался его счетами и откуда деньги. Тем не менее, суммы были внушительные и, как он сам признал, отправлял их по указке третьих лиц. После скандала Гусаков выехал из Украины. По предварительным данным, было использовано не менее 4 финансовых учреждений и множество цифровых сервисов. Устанавливается круг лиц, которые могли пострадать от предположительно незаконных действий. Гусаков покинул территорию Украины 13 июня. В настоящее время устанавливается его местонахождение и другие существенные обстоятельства. Очень важно восстановить справедливость и избежать любой дискредитации сборов и волонтерства как таковых. А вы как считаете, должно ли быть наказание для подобных схем и случаев? Часто ли вы помогаете, донатите и скидываете деньги? Напишите также в комментариях. Друзья, и хорошего вам дня. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк этому видео. Оставляйте также свои комментарии под этим видео. И я напомню, новости за неделю собраны в плейлист. Переходите и смотрите. До встречи.